решил я себе сделать мойку. Автомойку или мойку, тут уже вам решать. Посмотрел ролики на ютубе, роликов полно. И, короче, я решил сделать без всяких излишеств. Просто самое необходимое, чтобы подавалась вода. И все. Для этого нужен шланг. Я взял поливной китайский шланг с таким вот рассекателем или рассеивателем, как называют это. То есть с разной подачей воды. Компрессор. Компрессор самодельный. Ну, 8 атмосфер выдает, нормально. Газовый баллон. Для еще нужна будет трубка. Я взял металлопластиковую. Можно ПВХ. Трубка на 16. Эта трубка будет вставляться у нас в кран для забора воды. Благодаря, что здесь отверстие, я так понимаю, конусное, потому что я когда вставляю трубку, она все плотнее и плотнее дальше входит. И для забора воды, то есть трубка будет стоять вот так. Дна касаться не будет она. То есть весь мусор снизу собирать она тоже не будет. Вот. И кран для подачи воздуха. Кран у меня валялся с побитой резьбой. Тут была конусная резьба побитая. И мне пришлось перерезать ее на обычную, на 14. Тут была 14 шаг 1,5 и конусная. То есть расширяющаяся. Я нарезал обычную 14-ю резьбу. И теперь мне надо будет... Единственная сложность в этом изготовлении, я так пока что представляю, что всего лишь вварить гайку. То есть прорезать отверстие и вварить гайку для крепления крана. Вот это, по-моему, самое сложное, что здесь будет в этом производстве этого аппарата. Потому что компрессор, по-моему, можно брать любой. Вплоть до компрессора от холодильника. Но от холодильника, конечно, будет работать не так быстро. И, например, с этим компрессором, то есть я в ресивер накачал 8 атмосфер, и я могу этот баллон набирать полной воды и пользоваться. А если, например, брать компрессор от холодильника, то придется воды набирать меньше. Примерно до половины, чтобы вот эта часть баллона уже работала как ресивер. То есть здесь собрать давление и тогда уже работать. Ну, то есть такой компрессор намного лучше, чем от холодильника. Так, ну а теперь начинаем. Первое, сверлю отверстие и привариваю гайку. Я так думаю, 5-го отверстия мне хватит за глаза. Вот это попадос. Готово. Теперь варим. При сверлении и сварочных работах обязательно соблюдаем безопасность, потому что это баллон газовый, из-под газа. То есть желательно набрать его воды и варить, или хорошенько выполоскать. Я сейчас его варю пустой, потому что он у меня уже полгода стоит без вентиля, открученный, выдыхался. То есть я его еще, вот сейчас 17 мая сегодня, я его еще осенью 2019 года раскрутил, он у меня с водой стоял несколько недель, вылил опять, ну тогда он не пригодился. Короче, он у меня пустой, но запах в нем все равно остался. Поэтому вот я сейчас сваркой проверил, все нормально, хлопка вроде не было, можно варить.
первого раза поймал зайца. Наверное, будут сейчас огрехи. Сейчас обстучу, покажу, что получилось. Сварщик я не дипломированный, поэтому с первого раза заварить, как я сказал, не получилось. 3 отверстия было со шлаком. Ну, со второго раза я их запаял. Эстетика нарушена. Но главное держится, кран закручивается. Теперь переходим к следующему шагу. Теперь важный момент по этому крану, то есть по соединению трубки и крана. Нужно обязательно сделать так, засадить эту трубку, чтобы здесь не пропускало воздух под трубку. Потому что, и я так полагаю, давление будет уже меньше в шланге. И воздух будет идти вместе с водой. Короче, у вас будет с крана течь уже газировка. Поэтому нужно как можно плотнее. Лучше даже в идеале, если поднагреть кран и на горячую ее засадить уже. Времени прошло полчаса, а в общем-то уже и мойка, можно сказать, готова. Осталось только налить воды, подсоединить шланг от компрессора, подсоединить водопроводный шланг на выход и испытывать. При закручивании крана, понятно, что нужно соблюдать уплотнение, потому что конус я здесь уже убрал, который был, и то есть уплотнения не будет. Поэтому взял на 12 шайбу, просверлил, потому что шайбы на 14, они по умолчанию, на 14, на 12, они больше. То есть, чтобы не болталось, на 12 шайбу рассверлил на 14. Она теперь становится плотно. И в качестве уплотнения пробку от канистры. Также просверлил на 12 и закрутил. Теперь все это закручивается. Если будет мешать, это срежу, лишь бы уплотнение было. И, возможно, уже потом, проверю, после проверки, скорее всего, может быть, на фиксатор резьбы какой-нибудь или герметик подмажу, или подмотку какую-нибудь паклю намотаю. Так, все держится, все работает. Теперь дело осталось подсоединить шланг мне на выход. Потому что там нужно будет тоже мне что-то мутить, какой-то переходник. Посмотрю. Так, выход из положения нашел я вот такой. То есть гайка с переходником, которая продается или точится уже кому как. И шланг, который при разборке показывает нам трубку, которая по диаметру как раз пойдет сюда. То есть я ее еще подрежу, натяну и каким-нибудь хомутком зацеплю. В случае необходимости опять это все ворочается назад. То есть если когда шланг опять нужен для полива и так далее. Все просто. С китайской шлангой я обломался, потому что ее срывает давлением. Поэтому поставил кусок кислородного, нашел шланга, и насадку такую вот. Потому что на китайском шланге поливная насадка, на ней какое бы давление не было, она сильно не брызжет. Короче, попробуем так, потом ее сниму и посмотрим вдаль, какой напор будет, под каким напором вода будет вылетать. И еще хочу проверить, вот сейчас я накачаю компрессор где-то до 6-7 атмосфер, посмотрю, может на 8, на всю. И хочу попробовать, хватит ли этого давления выдуть полностью. Вот сейчас у меня этот баллон, он полностью налит водой по самый кран. То есть я налил воды и закрутил кран. Вот, и хватит ли этого давления, чтобы вылить 50 литров воды, при этом как будет меняться напор воды. Так, а теперь накачиваю и продолжаем. Стрелять мы будем вон в ту сторону. Вот тот пенек, до него 15 метров, до забора 20 метров. Вот и будем наблюдать. Так, все, накачано 8 атмосфер, можно проверять. Подаю давление в баллон. Так, и поехали.
Ну вот. Вполне себе моечка. А ну-ка, сейчас туман сделаю, попробую. Если я правильно закручиваю. Так, это наоборот струя. Ох ты, компрессор. Опа, забыл выключить компрессор. Вот такой вот получается туман. Даже еще больше можно. О, ну это вообще разбрызгивает уже. Прям распыляет. На меня даже полетели капли на камеру. Так, ну через распылитель такой фонтан. Сейчас закрою. Давление собьем. И попробуем сделать вот так вот, напрямую, без. То есть хватит ли давления выдуть воду всю. Ну, до пня добивает. 15 метров. Ах ты, ветер дует, сдувает. Если баллон побольше, можно с одного места весь огород полить. Так, ну по звуку слышно, что давление падает, но хотя не сильно дальность убавилась. Но вот сейчас убавляется. А давление у нас сейчас тройка. У меня дома скважина, и вот давление настроено на тройку. То есть вот так вот у меня с водопровода брызгает. Ну если сюда поставить хорошую насадку, я имею в виду экономную, чтобы распыляло хорошо, я думаю, машину помыть в эконом режиме хватит. Так, ну и все, кончилась вода. Это сейчас шипит с компрессора еще. Вода закончилась, и получается вполне себе даже и ничего. Так, сколько у нас там осталось? Давление. И то я уже сколько в холостую спускал его, сейчас вы видели. Давление осталось у нас... Ой, не вижу. Однерка. Одна атмосфера осталась, и на одной атмосфере вы видели, как туман выходил еще какой. То есть более-менее получилось нормально, есть смысл ее доводить до ума. То есть колесики, ручку делать передвижную. Ну и понятно, шланги увеличивать. От компрессора нужно хороший шланг, потому что он у меня там кое-где пропускает старый. И плюс основной шланг с насадкой. И надо еще мудрить насадку. Может быть, знаете, какие-нибудь лайфхаки сами, может, делали.
распылитель, например, на токарном станке выточить, каким образом, может схему какую-то покажете, ссылочку. Так, ну все, наверное, на этом закругляюсь. Всем удачи, здоровья, всем пока.